Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Обычно про такие ногти говорят лопаты. Широкая трапециевидная пластина, как с ней правильно работать, как визуально исправить, в ролике поделюсь лайфхаком. И мы поехали! Посмотрим на эти ногти. Обратите внимание на кожу вокруг. Она сухая и потрескавшаяся, хотя изначально по фотографии, когда я отбирала модель, казалась более влажной. Поэтому необходимо следовать очень аккуратно, бережно, особенно при работе с кутикулой. Но хочу обратить внимание на ногтевую пластину, что ногти натуральные и при отрастании расширяются, имеют форму трапеции. Когда у нас небольшая длина, это так сильно не бросается в глаза, но как только немного ногти отрастают, это сразу видно. И задача мастера визуально скорректировать такой тип роста ногтей, и в ролике покажу лайфхак, который поможет это сделать. Ну а пока подготавливаем ногтевую пластину к покрытию, выполняем аппаратный маникюр. Приподнимаем кутикулу и зачищаем птеригией алмазной насадкой пламя и слегка шлифуем кутикулу при помощи насадки с красно-синей насечкой. Она не такая жесткая, как просто синяя, не такая мягкая, как красная, нечто среднее, за счет чего кожа убирается и шлифуется одновременно. И вот такой чистый результат получается. Нравятся мои видео? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 30 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании, а также подписывайся на канал. Предварительно наносим подложку из базы. Тонким слоем отправляем в лампу на просушку. Мы выбрали форму скво-овал. Для этого не хватает уголков, которые будем достраивать гелем-желе. Самое главное, еще больше не расширить ногтевую пластину такой формой. В принципе, можно было оставить и овал, но модели больше нравится квадратная форма ногтей, хотя для ногтей трапеции в идеале подходят формы на заужение. Это визуально может скорректировать ногтевую пластину, и для них лучше подходит овал, либо зауженный овал, либо миндаль. Имейте это тоже в виду. Но все-таки желание клиента закон, иногда он привык ходить, например, с квадратом, и все, тогда наша задача помочь ему эту форму визуально скорректировать. Поэтому мы сначала достроили углы, просушили в лампе и затем уже опиливаем боковые стенки, чтобы они не клешили. Вот тут большой вопрос к опилу. Если выполнить опил неправильно, расклешить эти боковые стенки, то затем уже никакое сверхукрепление не поможет. Что нужно понимать? К сожалению, не все трапециевидные ногти мы идеально можем скорректировать. И в некоторых случаях это будет зависеть от выбора геля. Если гель для укрепления слишком мягкий, например, ликвид гель, то, возможно, он будет не очень хорошо держать арку, и она будет расходиться, что визуально будет делать ногтевую пластину более трапециевидной. Поэтому рекомендую тестировать свои материалы на степень поджатия, насколько хорошо они держат арку. После опила выполняем укрепление твердым гелем, в основном достраиваем только апекс и слегка сводим материал к свободному краю на нет при помощи тонкой кисточки. На свободном крае мы выполнили достраиванием гелем-желе, поэтому там не требуется объемный слой. И теперь во время наивысшей точки полимеризации поджимаем свободный край обратным пинцетом. Необходимо это делать правильно, не выше точек вроста, во избежание появления бокового анихолизиса. При необходимости при большой длине вы также можете установить прищепки для фиксации арки. Они лучше ее будут удерживать, и во время просушки арка вновь не раскроется. У нас длина небольшая, поэтому дополнительно прищепочек не ставим, но имейте в виду, что если больше длина, лучше их прикупить и иметь у себя в арсенале инструментов для конкретно таких случаев. Конечно, еще главный критерий при укреплении таких ногтей – это визуально не сделать большими объемными боковые стенки. Если туда будет оттекать большое количество материала и там вот такие горбики из геля, тогда визуально ноготь будет смотреться очень широким, массивным и объемным. Поэтому в некоторых случаях даже еще рекомендую после укрепления опилить поверхность, особенно боковые стенки, для того, чтобы подсобрать ногтевую пластину, сделать арку и чтобы ногти не были такими широкими. Можно было оставить так, но мы хотим добавить дизайна,
цвета, выбрали вот такой красивый, припыленный голубой, оттенок джинсы, он мне очень нравится. И сейчас покажу лайфхак, который поможет сделать визуально ногтевую пластину более узкой. При прокрашивании такой трапециевидной ногтевой пластины главное прокрасить синусные повороты, а вот эти вот треугольнички по бокам, на боковых стенках, мы можем оставить не покрытыми, не закрашенными. Поверьте, при виде сверху этого не будет заметно, но это визуально поможет скорректировать пластину и визуально сделать ее более прямой. На остальных ногтях выполняем такой абстрактный дизайн, линии выполняем их тонкой кистью, просушиваем и перекрываем топом. Если на этапе покрытия цветом неправильно прокрасить зону около кутикулы, не прокрасить синусные повороты, то это визуально еще больше усугубит картину, и ногти будут при виде сверху как треугольнички, чего, конечно, нам не нужно. В зоне около кутикулы добавляем абстрактную линию, где-то более тонко, где-то более толсто. Должна быть она объемная, потому что будет выступать на поверхности. Мне всегда нравится такая игра фактур. Где-то матовый топ, где-то глянцевый, где-то блеск, переливающийся в тирке, который мы втираем поверх этого топа. Это всегда в дизайне смотрится очень интересно и фактурно. Ну и, конечно, не забываем перекрывать топом нашу втирку, чтобы она прекрасно носилась. Переворачиваем руку и слегка подпиливаем изнаночки, так как гель-желе не всегда идеально ложится, и с этим лучше всего помогает справиться тонкая твердосплавная насадка. Инструктор Татьяна дает домашние рекомендации для ухода за кожей этой модели, и посмотрим на результат. Ну что, как вам наш результат преображения? Понравилось? Поддержите, поставьте пальчики вверх, делитесь в комментариях своим мнением и смотрите другие полезные видео на канале. Всем успехов! Пока-пока!